Приветствую вас на канале Верстка Life. В этом видео мы с вами вместе создадим функционал для скрытия и показа пароля. Изменения отображения будут происходить по нажатию на чекбокс. Сама реализация очень простая, но и в то же время очень полезная. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые полезные видео. Ну а мы начинаем. Итак, для начала давайте найдем галочку наш чекбокс. Для этого перейдем на сайт svgrepo.com. Ссылку я оставлю в описании. И в строке поиска введем чек. Далее найдем интересующую для нас галочку. И немного изменим ей цвет. Можем теперь скачать. Подпишем чек SVG. Теперь мы можем приступить к структуре index.html. Давайте создадим div с классом блок, в котором у нас будет заголовок h1. Показать, скрыть пароль. Под ним у нас будет мини-блок с нашим паролем. Назовем его блок item. В нем у нас будет находиться лейбл для ID, пароль, password. И input. С типом password. Всего у инпута огромное множество типов. Хочется, чтобы вы это понимали, потому что как раз сегодня мы будем с этим работать. Давайте посмотрим. Вот этот огромный список, их более 20. Но в нашем случае мы будем использовать только пароль и текст. Но для начала мы добавим password. Добавим класс. Блок input. ID. Соответственно, password. И placeholder. Пароль. Отлично. Теперь мы добавим чекбокс. Создадим div с классом чекбокс блок. И внутри него добавим input с типом, как вы уже догадались, чекбокс. Класс чекбокс для инпута и ID нам понадобится в JavaScript. Toggle password. Также добавим подпись label для этого ID. Показать пароль. Итак, мы видим, что HTML структура готова. Теперь мы можем перейти к стилям. Итак, для начала давайте подключим шрифт, чтобы все получше выглядело. Для этого перейдем на сайт Google Fonts и в строке поиска найдем, к примеру, Noto Sans.
Пусть будет такой шрифт. Нажмем Get Font и Get Empt код. Далее перейдем в импорт и скопируем кусок кода. Ставим в Style CSS. Уберем все ненужные стили, паддинги, марджины и пропишем box sizing border box. Для body зададим шрифт, который только что подключили. Not Sans. Супер. Сделаем флекс контейнером и расположим наш блок по центру экрана на всю высоту. Зададим фон. Далее для блока также зададим фон, но белого цвета. Внутренний отступ 40 пикселей. Закруглим края на 15 пикселей. И так как это флекс элемент, мы можем воспользоваться свойством и добавить ширину 400 пикселей и способность уменьшаться при адаптиве. Далее для заголовка делаем отступ 20 пикселей, зададим шрифт 25 и разместим его по центру. Не забудем добавить цвет. Для нашего мини-блока с паролем добавим отступ вниз 15 пикселей. Далее для лейбла, так как он строчный элемент, а нам нужно, чтобы лейбл был выше, чем поле ввода, сделаем его блочным. Добавим отступ 8 пикселей и зададим шрифт 12. Цвет пусть будет такой. Далее перейдем к полю ввода. Зададим внутренние отступы в 16 пикселей. Шрифт также пусть будет 16. Берем обводку. Немного закруглим края. Сделаем на всю ширину. И немного изменим границу. А именно ее цвет. И теперь перейдем к кастомизации нашего чекбокса. Сделаем его абсолютным. Нам просто нужно его убрать. Z-индекс -1 и полностью скроем opacity 0. И теперь для лейбла зададим Display Inline Flex по центру вертикали. Добавим цвет. И вместо нашего чекбокса мы будем использовать псевдоэлемент before. Сделаем его
inline блок. Ширина 24 пикселя, высота будет такой же. Запретим ему уменьшаться и увеличиваться. Добавим border. Закруглим. Отступ справа от чекбокса до лейбла 13 пикселей. И зададим фон. Чтобы не повторялся. Позиционирование по центру. Размер для нашей галочки 100% будет. И теперь нам остается только повесить состояние checked на наш чекбокс, который мы изначально скрыли, но мы будем менять наш псевдоэлемент before. А будем мы изменять background image, ту галочку, которую мы вначале скачивали. Check SVG. Давайте проверим. Видим, что галочка появляется. Мы можем нажать как на текст, так и на сам чекбокс, и все будет срабатывать. Мы можем теперь перейти в JavaScript. Так, JavaScript будет у нас максимально прост. Для начала давайте объявим переменные для нашего переключателя чекбокса. Назовем его toggle password checkbox. Вот так вот незамудренно. Скопируем ID нашего инпута и вставим. И еще нам нужно поле ввода пароля. Password input. Также можем перейти, скопировать и вставить. Далее все, что нам необходимо, это добавить обработчик событий на наш переключатель. Обратимся к нему и будем отслеживать события change. Когда это событие произойдет, мы будем вызывать анонимную функцию, в которой мы будем проверять состояние нашего чекбокса. Если он выбран, то есть checked, в таком случае наше поле ввода будет принимать тип текст, и мы будем видеть наш пароль. В обратном случае, тут я предлагаю вам поставить видео на паузу и попробовать самостоятельно написать код. Готовы? Поехали. Итак, я уверен, что у вас получилось. Все очень просто, максимально просто. Все, что нам нужно, это изменить тип инпута. То есть вернуть его в первоначальное положение.
а именно password. Итак, давайте проверим. Введем какой-нибудь любой пароль и нажмем на наш чекбокс «Показать пароль». Отлично, мы видим наш пароль. У нас получилось переключить. Как видите, в этом нет ничего суперсложного. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии с идеями для новых видео. Также на моем бусте вы можете найти доступы к исходникам, дополнительным материалам и эксклюзивным урокам. Ссылку я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и всем пока.